Добрый день. Меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. Несмотря на видимость либерализации информационного поля, слишком много людей продолжают оставаться в плену мифов, предрассудков и отрицания секса и сексуальности, воспринимая их через призму запретов. Я знаю, что не смогу изменить ситуацию в глобальном масштабе, ведь у меня попросту нет для этого ни власти, ни полномочий, ни ресурсов. Но, как практикующий психолог, я буду говорить с вами о сексе и сексуальности открыто и честно, профессионально, без предрассудков и конспирологии. Это видео станет первым из серии видео, посвященных сексу и сексуальности. Я преследую лишь одну цель – донести информацию о том, что секс и сексуальность – это не только нормальные явления, но и необходимые для здоровья и полноценного развития любого человека. Сегодня коснемся лишь самой базы, а в следующих видео будем говорить подробнее о более специфических темах. И первое, что необходимо понимать, сексуальность и секс не должны и не могут рассматриваться в здоровой, адекватной практической психологии и психотерапии сквозь призму религиозных или других идеологических взглядов на данный вопрос, которые призваны лишь одному – специфическому контролю поведения людей. Сексуальность – это не какой-то там вид энергии, которую можно поднять, раскрыть или очистить. Как и секс, это не акт высшей близости души и не какая-то разновидность греха. Если вы слышите нечто подобное или сами вдруг считаете так, то значит самое время для коррекции фильтров восприятия и переосмысления вопроса в более здоровом и адекватном направлении. В рамках природно-ориентированной психологии и психотерапии секс и сексуальность понимаются следующим образом. Секс – это телесная практика позитивного слияния с собой партнером, являющаяся формой общения и активного творчества людей. Сексуальность – это индивидуальная способность человека испытывать удовольствие от своих сексуальных желаний и фантазий, как реализованных, так и нереализованных в действиях, без чувств вины и стыда. И еще одно важное понятие, которым часто забывают или путают его с сексуальностью, а именно сексапильность. Сексапильность – это в разной степени осознаваемое индивидуальное качество человека привлекать к себе внимание, вызывать сексуальное желание со стороны других людей. Вот такие вот несколько самых базовых понятий. А мы движемся дальше, остановимся на выделении функций секса. Да, представьте себе, у секса тоже есть функции, и о них имеет смысл знать. Среди ключевых функций секса можно выделить получение удовольствия, реализацию власти через вектор контроль подчинения, исследование внешних и внутренних границ и самопознание, разрядка, то есть способ снять физическое или психологическое напряжение. Также, разумеется, продолжение рода. Обратимся подробнее к функции получения удовольствия. Человеческий организм – это биологическая система, поэтому секс справедливо может быть отнесен к одной из функций этой системы. И зачастую распространенным мнением при таком поверхностном взгляде на секс как функцию организма является исключение получения удовольствия от процесса как какого-то значимого момента, что ведет к минимизации роли и значимости секса как самостоятельного явления жизни, минимизации знаний и навыков людей о данном вопросе. И такая точка зрения во многом подкрепляется религиозными догмами относительно половой близости. Однако эволюция отношения к сексу в обществе и комплексное расширение понимания анатомии и физиологии человека позволяет выделять получение удовольствия от секса в уникальную и самоценную его функцию, никак не связанную напрямую и не ограниченную привязкой к функции размножения или разрядки. Иными словами, секс в здоровом его понимании расширяет свое значение и роль в пространстве жизни, формируя необходимость рассматривать секс как творческий навык и телесную практику, которую можно освоить, чтобы процесс был правильным, то есть своевременным, безопасным и приносящим удовольствие.
Также секс является контекстом реализации власти через во многом такой игровой вектор контроль-подчинение. Власть как форма проявления человека в природном и социальном пространстве не только неизбежная составляющая жизни, но и определяющая механизмы адаптации к среде. Здоровая власть как функция секса – это всегда процесс безопасного обмена, отраженного в перманентной динамике контроля подчинения, что тесно связывает вопрос о власти с вопросом о границах и самопознании. Такая власть заключается в понимании того, когда проявить инициативу, когда ее уступить, когда повысить активность, когда уменьшить ее, когда предлагать свои желания, когда воспринимать желания партнера. То есть, проще говоря, здоровая власть – это путь к обретению баланса в слиянии. А нездоровая власть – это попытка реализовать лишь один полюс вектора – контроль подчинения. То есть восприятие и позиционирование человеком себя в сексе как исключительно доминирующей фигуры и носителя всей активности или как исключительно подчиняющейся. Стоит отметить, что в данном контексте обсуждения речь не идет о практиках БДСМ, а именно об общем представлении власти как функции секса. Цель секса как телесной практики – изучение своих возможностей и раскрытие потенциалов. Процессы познания и исследования для своей эффективности должны быть гибкими. И если человек начинает воспринимать секс именно как телесную практику, то вектор контроль подчинения будет являться хорошим индикатором освоения секса как творческого навыка. В этом смысле секс наиболее сравним со спецификой танцев, написанием картин или созданием поэзии. Отличительной чертой, объединяющей все эти процессы, является спонтанность, проявляющаяся через гибкость границ и изменение форм, что достигается путем освоения функции власти, то есть своевременного перехода от контроля к подчинению, от четкой структуры к хаосу, от отдаления к сближению, от напряжения к расслаблению, от одного партнера к другому. Подавляющее большинство проблематик в сексе, за исключением группы биологически обусловленных, связаны именно с непониманием того, чем секс является и как им эффективно пользоваться. Ограниченность представления о сексе примитивными функциями разрядки и размножения порождают болезненные искажения, которые приводят к тому, что люди начинают порицать и отрицать секс, видя в нем проблему, либо относиться максимально механистически, по сути, исключая из секса осознанность контакта, возможность слияния и познания. К слову, подобное восприятие секса не имеет половой привязки и свойственно как мужчинам, так и женщинам в равной степени. А на сегодня будем, пожалуй, разговор завершать. Впереди нас ждет еще множество тем, связанных с сексом и сексуальностью. А пока я благодарю всех, кто досмотрел видео до конца, и напомню, что если вам необходима психологическая помощь, связанная с вопросами секса и сексуальности, обращайтесь, я знаю, как и умею работать с данной темой. Под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне, а я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!